Откуда у Японии в начале XX века появился современный по тем временам флот? Если говорить о прорывах в экономике, то в качестве примера можно привести, несомненно, Японию. Китай — это уже период нашего времени. Страна буквально в конце XIX века, находящаяся в глубоком средневековье, неожиданно уже в начале XX века смогла противостоять и даже побеждать в русско-японской войне 1904-1905 годов. Вы понимаете, как это произошло? Вам интересно? Вопросов много. Возможно, Япония смогла закупить военный флот в европейских странах, той же Великобритании. Такие факты есть. Но покупки были непродолжительны, и вскоре страна восходящего солнца уже сама смогла себя обеспечить в военном отношении на море. Тут что-то не вяжется. Во-первых, если знать, что такое военная промышленность. Само понятие тяжелой промышленности. Это специалисты, ресурсы, финансирование. Откуда это было все, как появилось, загадка. Замечу, что весной 1891 года посетивший Японию цесаревич Николай Александрович, будущий государь, был весьма удивлен отсталостью населения. И вот 1891-1905 год это государство уже противостоит России. В интернете многие альтернативные исследователи приводят факты, которые действительно не укладываются в официальную историю. А историки, к сожалению, даже не пытаются нам объяснить все нестыковки. Откуда Япония брала полезные ископаемые? Там и сейчас с этим проблемы. Где она смогла получить технологические площади, те же верфи для закладки судов и в большом количестве? Мой родственник, еще в советское время, ходивший в загранплавание, мне говорил, что даже при СССР Япония закупала у нас тяжелые металлообрабатывающие станки. И не для производства. Они очень нуждались в металле, и станки сразу шли в переплавку. Странно, да? Оказывается, это дешевле, чем закупать полезные ископаемые. Но императорская Япония победоносно смогла вести морские бои на Дальневосточном театре военных действий. Посмотрите на некоторые изображения. Это наш крейсер «Варяг». Рядом японцы. Флот, ничем не уступающий русскому, успешно вел бои на морском театре действий. После крымских событий остался довольно слабый в боеспособности флот. Но эта страна имеет производственные мощности, специалистов и какие-то финансовые возможности. И за все это время она не смогла наладить на своей территории военное судостроение, получая только помощь от своих заокеанских спонсоров в виде легких катеров. Вы поняли, как это происходит в реальности? Кстати, посмотрите интересное видео по этой же теме одного из авторов. В нем он дает намек, что флот мог появиться благодаря так называемой Тартарии, той страны, которая находилась на территории России ранее и присутствует на всех западных картах. Имела свой флаг и герб. Вот тут действительно можно призадуматься. Так, когда исчезла Тартария? После восстания Пугачева или задержалась еще почти на 100 лет? Версии, только одни версии. По поводу появления флота у японцев у меня есть свое мнение. Но опять же прошу вас не судить строго и не обвинять меня, ты диванный историк. Это не истина в последней инстанции. Как я уже писал выше, информация о покупке первой партии военных кораблей у Великобритании есть. Как и то, что Япония затем быстро отказалась от этих закупок. Я считаю, что закупки все же происходили, но тайно. Возможно, не только у англичан. И в войне с Россией на самом деле участвовал Туманный Альбион руками статистов из японских моряков. Думаю, на каждом корабле был инструктор из англичан. Императорский объединенный флот был создан в 1894 году благодаря слиянию флота постоянной готовности, состоявшего из наиболее современных и боеспособных судов и Западного флота из устаревших судов. Предполагаю, что первый флот был закуплен самой современной в Великобритании официально. А вот западный уже тайно. Поэтому его так и назвали японцы «западным». А если еще немного пофантазировать на тему флота Тартарии, то вот несколько интересных фактов. Из зарубежных источников, где даны геральдические изображения стран мира. На них присутствует Тартария, имеющая флаг, герб. Один раз мне на глаза попался флаг флота Тартарии. Сейчас жалею, надо было сохранить изображение. Но больше я ничего не видел. Так что к Тартарии японский флот никак нельзя отнести. На старых картах указаны только континентальные флаги этой страны, императора Тартарии в виде грифона и самого государства в виде совы на желтых фонах. Моя теория в этом плане выглядит более убедительной. Выйти из режима чтения японский флот времен русско-японской войны.
Обсуждение налив интернет, пусть расцветают разные цветы. В 1868 году в Японии произошел переворот Мэйдзи Син, в результате которого была восстановлена власть императора. Страна вышла из-под власти феодальных кланов. Единым стал и флот военному министерству, в чьем ведении первоначально оказались и ВМС. Достался странный набор кораблей, которые с большими натяжками можно было назвать боевыми и которые явно не представляли собой военно-морского флота. В него входили и корабли Бакуфу, феодального правительства, и корабли, доставшиеся от его побежденных противников, прежде всего, могущественного клана Сацума. Среди них был единственный броненосец, закупленный еще у мятежной Американской конфедерации Южных Штатов, деревянный корвет и конлодка, а также несколько вооруженных пароходов и парусников. Перед Японией встала дилемма: либо восстанавливать старые корабли, либо обновить флот. Японцы пошли по второму пути. В 1870 году был выбран ориентир самый могущественный флот мира — британский. В еще недавно полностью закрытую от остального мира страну прибыло несколько английских инструкторов, приступивших к подготовке моряков и передаче современных технологий. Однако японцы были весьма осторожны, и британцы действовали в рамках многочисленных ограничений. Но за отведенные им годы англичане успели сделать немало полезного. Помимо организации флота и обучения кадров, они наладили закупку боевых кораблей. Правда, для него начало не выглядело вдохновляющим. В число первых приобретений попал, например, корвет «Цукуба» водоизмещением около 1900 тонн, построенный почти 20 лет назад в британской колонии, Бирме, и затем модернизированный в метрополии «Старикан», который язык не поворачивается назвать крейсером, развивал под парами не более 10 узлов. Однако японцы относились к этой древности, как и ко всем своим боевым судам, с большой заботой и любовью. На нем 2 раза меняли артиллерию, и, по некоторым сведениям, в 1892 году «Цукуба» даже получил 4 152 мм скорострельных орудия. В окончательную отставку ветеран вышел уже после русско-японской войны. Не блистал достоинствами и закупленный во Франции 1400-тонный корвет «Асама». Однако британские специалисты отнюдь не ограничились этими морально устаревшими кораблями. На верфях Англии были созданы уже вполне современные броненосные единицы фрегат Фуса, по сути своей небольшой броненосец, и корветы Хиэй, Конго. Проект последних разработал сам Эдвард Рид, главный конструктор Адмиралтейства. При водоизмещении в 2200 тонн они могли развивать 14 узлов и имели железный пояс толщиной до 114 мм. Хиэй успел еще активно поучаствовать в Японо-Китайской войне и получить свою долю неприятельских снарядов в бою в устье реки Ялу. Решив вполне разумно не складывать все яйца в одну корзину, военное министерство резко сменило главного поставщика идей и кораблей, выбор при этом пал на главного соперника Британии. К началу 1880-х годов на Дальний Восток начали прибывать французские металлурги и инженеры. Им удалось довершить работу предшественников и наладить постройку крейсеров на японских верфях. Вполне закономерно, что поначалу все шло не слишком гладко. Деревянные корветы «Каймон» и «Тенрю» водоизмещением всего около 1500 тонн строились мучительно долго, около 7 лет каждый, войдя в строй только в 1885-1886 годах. Однако получились они вполне удачными и дослужили до русско-японской войны, во время которой в июле 1904 года «Каймон» подорвался на мине в заливе Талиенван и погиб, а «Тенрю», благополучно переживший ее, исключили из списков вскоре по завершении военных действий. Удачный проект модернизировали и на освободившихся стапелях в Йокосуке заложили следующие корветы «Мусаси» и «Кацураги». Еще один корвет этого же типа, «Ямато», строился на второй государственной верфи в Кобе. Корабли имели композитный набор с остальными шпангоутами и деревянной обшивкой и несли полное парусное вооружение, снятое на рубеже веков в 1900 году. Ускорилась и постройка, хотя 5-летний срок для довольно немудрёных единиц все еще оставался непреодолимым. Практичные деревяшки вполне подходили для учебы, но для серьезной войны требовались корабли более крупные и с мощным вооружением. Японцы хотели получить максимально сильный и одновременно дешевый современный крейсер, и французские инженеры, обычно весьма зорко следившие за такой характеристикой, как остойчивость, дали слабину. Построенный в Гавре, Уэмби обладал всеми внешними приметами типичных французов.
таких как «Сфакс», «Сесиль» или «Таш», имел довольно толстую броневую палубу и хорошую скорость. Однако в стремлении максимально удовлетворить заказчика конструкторы переборщили с артиллерией, состоявшей из 4 тяжелых 240 мм круповских орудий, не считая 150 миллиметровок и прочей мелочи. В результате перегруженный крейсер под всеми парусами опасно кренился и не хотел возвращаться на ровный киль. В таком состоянии он вышел из Гавра в долгое путешествие на Дальний Восток. Но туда так и не прибыл, бесследно пропав где-то между Сингапуром и Тайванем в октябре 1887 года. За первым громким проколом последовали дальнейшие, пусть не такие серьезные и совсем другого плана. Переориентация на Францию привела в Японию идеи молодой школы, оказавшиеся вполне соответствующими боевому духу самураев. Небольшие суденышки, атакующие бронированных гигантов, помимо хорошей возможности проявить доблесть воинов, являлись еще и недорогими, как раз по карману стремительно развивающейся державе, у которой было слишком много желаний и потребностей. Для воплощения новых идей из Европы прибыла тяжелая артиллерия, известный французский кораблестроитель Эмиль Бертен заключил 3-летний контракт на пребывание в Японии. Он предложил сверхоригинальный проект тройки крейсеров, вооруженных самыми тяжелыми орудиями и предназначенных в качестве ответа для борьбы даже с крупными броненосцами, заказанными для наиболее сильной северной эскадры китайского флота Мацусима. Хасидате и Цукусима получили обозначение типа Сан-Кейкон — корабли-пейзажи, поскольку каждая единица несла имя одного из 3 самых известных в Японии видов — залив Мацусима в префектуре Мияги, песчаная отмель Амана-Хасидате в заливе Миядзу префектуры Киото и остров Икуцусима в заливе Хиросима. Они и задумывались для действия в качестве единого отряда, образуя как бы один составной линкор, в котором Хасидате и Цукусима являлись носовыми башнями, а Мацусима — кормовой. Соответственно, главное орудие, одна из наиболее мощных в то время в мире, 320-миллиметровая пушка Кане, располагалась на первой паре в носу, а на замыкающем — в корме. Помимо расположенного в легко бронированном барбете орудия «Монстра», каждый из крейсеров нес солидную батарею из 120-миллиметровых скорострельных орудий, только что введенных в обиход. Скорострелки располагались в большой батарее в центре корпуса, стреляя через порты в обоих бортах на манер старинных фрегатов. Именно они на деле и являлись основным оружием санкейканов, но небольшой размер корабля не позволял обеспечить их защитой, а потому они были очень уязвимыми.